Привет, это Достер. У нас много интересного о домашней технике. Более 500 видео в разных плейлистах. Регулярные обновления. Подписывайтесь на канал. В этом видео рассказываю о холодильнике Атлант. Это такой, классический современный холодильник. Полезный объем 336 литров. Можно хранить продукты даже такой немаленькой семьи. На вместительность, кстати, мы его еще проверим. Смотрите видео полностью. Холодильник должен быть удобным и вообще приятным, что называется, во всех отношениях. Потому что пользуемся мы им долго. Вот у модели из нашего видео, например, декларируемый производителем срок службы 10 лет. Собственно, может и больше, но 10 при правильной эксплуатации, получается, прослужить обязан. И гарантия еще 3-летняя, что важно. Расскажу о реализованных в нем технологиях, о том, какой он вообще, как с ним жить. Плюс у нас розыгрыш. Да, розыгрыш вот такого вот, как в нашем видео, холодильника Атлант. Смотрите видео внимательно до конца и участвуйте. Дизайн. На мой взгляд, сейчас в дизайне кухонь есть некий тренд на минимализм и функциональность. И вот холодильник, он же должен вписываться в эти все современные тренды. То нам так красиво, то нам это красиво. Давайте я просто помолчу, а вы под приятную музыку на него посмотрите. Используем такой прием. Согласитесь, выглядит Атлант хорошо. Ничего лишнего. Такой, опять же, спокойный минимализм. Серьезно, ничего в нем меня лично не раздражает, что ли. У нас холодильник белого цвета, а еще есть другие варианты этой же модели. Нержавеющая сталь, черный металлик. Напишите в комментариях, хотели бы себе такой на кухню. Что-то мне подсказывает, что я знаю ответ. Кстати, есть же вариант выиграть его. До подробностей о розыгрыше мы еще доберемся. Открыли холодильник, пока он у нас пустой, чтобы мы с вами рассмотрели все хорошо. Но будет и полный, чтобы мы его и так и этак увидели. И кстати, насчет открываем-закрываем. Тут есть дверной доводчик, который закроет дверь, если немного вы не дозакрыли ее. И обеспечивается, получается, хорошее прилегание уплотнителя, что важно для качественного хранения продуктов и энергоэффективности холодильника. Все так плавно, бесшумно вполне работает. Хороший современный уровень. Освещение. Тут оно, скажем так, двойное. Не только верхнее освещение, которым многие производители часто и ограничиваются, но и яркая колонна сзади. И такое решение, оно позволяет реально осветить все внутри холодильника. Все продукты видны. Чтобы проиллюстрировать, забежим немного вперед и покажем вам его именно с продуктами. Смотрите, реально все хорошо освещено, просматривается. Светодиоды яркие. Не нужно даже ночью включать еще свет на кухне, когда тихонько придете за вкусняшкой. Плюсы светодиодов еще в том, что они долговечные и чуть ли не сами вырабатывают электроэнергию. Шутка за 100. Очень мало потребляют ее в сравнении с лампами накаливания. Full No Frost, пожалуй, это поважнее освещения. Смысл в том, что вы не заморачиваетесь размораживанием морозилки от этих сугробов и оттаиванием холодильного отделения, где порой, тоже случается небольшая ледяная корочка на задней стенке. Нет, тут не случаются. Полис холода с инеем в холодильнике есть, но мы с вами его не видим, и там совсем разбирается автоматика. Когда надо, все само размораживается. В отделение же подается охлажденный воздух, работает вентилятор интегрированный, плюс разноуровневые воздуховоды в холодильном отделении и в морозилке для равномерного распределения прохлады, собственно, по всему объему, что важно, понятное дело, для качественного хранения продуктов. И не нужно думать о том, что хранить выше, а что ниже. В общем, Full No Frost в обоих отделениях получается, это хорошо.
Не забывайте только хранить продукты упакованными, ну, например, в контейнерах или в пленке специальной, чтобы они не заветривались, потому что постоянное движение холодного сухого воздуха, ну, вы понимаете, да. Собственно, это же и гигиена хранения, и длительность. В контейнерах все сохранится дольше. И это вообще-то для любого холодильника актуально. И еще, качеству хранения продуктов и такой, ну, знаете, максимально гигиеничной, что ли, эксплуатации способствует еще то, что в состав покрытия стенок, ручек, в состав уплотнителя дверей входит антибактериальная составляющая добавка, благодаря чему развитие всяких неприятных вещей, микробов, бактерий, ну, реально минимизируется. В нижней части холодильного отделения есть вместительный ящик для овощей и фруктов. Он с регулятором влажности. Положение регулятора Low подходит для длительного хранения упакованных продуктов питания. Положение High, оно подходит для краткосрочного хранения неупакованных продуктов питания с высокой собственной влажностью, как, например, салат, овощи, фрукты. Ну, такая вариативность. Круто, что есть разделители. Внутри можно моделировать пространство. Ну, вот как удобно, чтобы яблоки с помидорами не смешивались. Чуть выше еще один полезный контейнер — зона свежести. К нему подведены воздуховоды. Из них холодный воздух. И за счет, ну, в некоторой степени замкнутого пространства в этом боксе температура тут ниже, чем в холодильном отделении в целом. Это оптимальные условия для хранения охлажденного мяса, деликатесов мясных, каких-то, ну, может быть, рыбы, морепродуктов, молочных продуктов. Пишите в комментариях, что хранили бы или храните в подобном отделении с температурой около 0 градусов. И какие, собственно, результаты. Атланты появлялись в наших редакционных подборках, видео из магазинов, и я всегда обращал внимание на богатую комплектацию белорусских холодильников. И вот эта модель не исключение. Ну, понятно, полки из закаленного стекла, понятно, по высоте они переставляются, это классика. Но тут еще есть складная полка, вариативность пространства. 3-литровая банка с шикарными мамиными помидорчиками легко помещается. А когда все съели, выдвигайте полку обратно и храните на ней что угодно до новой маминой банки. Арбуз, опять же, можно охладить. Подвесной передвижной бокс, опять же, храните в нем все, что заблагорассудится, какие-то мелкие, может, упаковки с продуктами. Причем можно сдвинуть бокс в любую сторону, чтобы удобно было перевесить на другую полку или вообще убрать. Обратите внимание, тут похожее решение с нулевой зоной. Холодный воздух из воздуховода оказывается прямо в этом контейнере, отчасти аккумулируется. Тут это, опять же, качественное хранение разных продуктов. Есть подставка для бутылок с напитками. Надо быстро охладить пару бутылок игристого или вот тархун, например, положили и охладили. А потом убрали полку. Все по ситуации. Есть, конечно, и на дверце тоже объемная полка с разделителем. И там тоже бутылки, какие-то упаковки с напитками вполне встают. Про яйца тоже не забыли. Есть подставка и для них. Только вот моей любимой атлантовской масленки почему-то в комплекте нет. Пришлось снимать в этом видео свою из дома. Верните масленку, а? Еще немного про напитки. Вернемся к ним. В морозилке можно включить функцию быстрое охлаждение напитков. С панели управления она активируется. И в течение 30 минут любые ваши напитки хорошо охладятся. И далее звуковой сигнал пора вынимать. Не забывайте это сделать. Сама морозилка вместительная, контейнеры разного объема, их 4, в том числе один такой прямо очень объемный биг-бокс. При этом они легко выдвигаются, даже загруженные. Есть ручки по бокам. Удобно перенести, если нужно. Фишечка белорусских холодильников, которую я люблю, вот эти небольшие полочки на дверце. Можно, ну, не знаю, мороженое хранить, какие-то палочки крабовые. А если снять одну из полок, то и пицца, например, поместится. По максимуму объем морозилки используется. Напомню, тут No Frost, не нужно ничего вручную размораживать. Это называется нормальная, вместительная, современная морозилка в холодильнике.
Панель управления на корпусе на дверце сенсорная. Ну, современная классика. Изменение температуры в холодильном и морозильном отделениях, плюс активация дополнительных опций, как то суперохлаждение для холодильного отделения и суперзамораживание для морозилки. Ну, тут понятно. Быстрое охлаждение или замораживание, например, новых продуктов, свежих из супермаркета. Суперзамораживание желательно включать заранее, за несколько часов до пополнения морозилки. Обе функции со своими температурными настройками, режимами по умолчанию, ну, температура понижается, ясное дело, и обе с автоотключением через определенное время. Или можно, конечно, самостоятельно их отключить. Режим отпуск. Если уезжаете, то пельмешки в морозилке вас дождутся с курорта без проблем. Морозилка будет работать в обычном режиме. В холодильном отделении будет температура около плюс 15. Это экономия электроэнергии, плюс запаха неприятного не возникнет. В пустой, ну, продукты, конечно, не оставляйте в пустой и закрытой камере. Плюс есть звуковая сигнализация открытой двери, отключаемая, если нужно. В целом, тут с управлением все понятно и удобно. Хорошо, что панель снаружи. Не нужно открывать холодильник, чтобы поменять настройки. Удаленного управления холодильником со смартфона нет. Даже не знаю, как вы без этого обойдетесь. Напишите, кстати, в комментариях, нужно ли, на ваш взгляд, холодильнику удаленное управление. А какой компрессор? Компрессор какой? Этот вопрос нам очень часто задают в комментариях к видео о холодильниках. Отвечаем. В холодильнике Атлант устанавливаются современные компрессоры с длительным рабочим ресурсом. Они произведены в Беларуси на заводе в городе Барановичи. Не было, кстати. Они к тому же тихие и, что важно, экономичные. Например, у этой модели класс энергоэффективности А+. Адекватный расход электроэнергии. И, кстати, по поводу электроэнергии. Этот холодильник, он с технологией Volt Security. Это защита от перепадов напряжения в сети. Ну, это очень важный момент. Обеспечивается максимально долгий срок службы холодильника и стабильная работа компрессора без поломок. Протестируем холодильник на удобство и вместительность. Все же именно это очень важно для нас с вами в контексте вот повседневной эксплуатации, что называется, как в него все помещается, сколько помещается банки, кастрюли, контейнеры, продукты. Вот это все. Кстати, производители информируют, что благодаря обновленной термоизоляции объем холодильника больше. Но если сравнивать вот с предыдущими версиями Атланта. Это тем более важно, потому что в холодильниках Snow Frost элементы этой технологии, они, занимают место. И поэтому объем таких холодильников всегда был поменьше, чем модели без Snow Frost. В общем, смотрим, как он себя покажет. Реальная жизнь. Так, холодильник пустой, открытый вы уже видели. А теперь посмотрите на холодильник не пустой. Мы его наполнили, чтобы просто показать, как он, собственно, в реальной жизни. И, в общем, довольно много здесь продуктов. Посмотрите, заполнили все полочки. И вот эту даже маленькую. Здесь все. Достаточно много продуктов. Овощи, фрукты тоже. Кто-то, может быть, больше продуктов хранит, кто-то меньше. Но, мне кажется, нам удалось показать то, что он достаточно вместительный. Кстати, про морозилку еще не забываем. Морозилка не менее вместительная. Это мы так еще, не совсем ее до конца забили, а так-то можно было гораздо больше. Но все-таки она объемная. Но смотрите, собственно, вы видели, все вот эти уже вещи. Здесь полочка, здесь тархун, здесь прекрасный контейнер, который мне очень нравится. Но если не нравится, кому-то его можно снять, опять же. Вот эти все боксы, зона свежести. Мы тут рыбку положили, Здесь понятно, овощи, фрукты. Я вам сейчас хочу показать, как работает эта полка складная, потому что это важный момент, такая вариативность хранения. И вот здесь получается, что, скажем так, вместимость еще увеличивается. Более габаритные продукты можно хранить. Полка это здесь. Переставляем просто некоторые продукты в другое место. Полку эту складываем, задвигаем. Это вот так все можно поставить. И у нас баночка маминых помидоров, от которых нельзя отказаться. И арбуз. Он, кстати, небольшой, посмотрите, можно и больше, Потому что вот сюда можно его положить, или даже здесь больше, или контейнер этот убрать, потому что он снимается. Смотрите, все помещается, получается дополнительное место благодаря складной полке.
Если не арбуз, то вот кастрюля с борщом. Вполне себе. Смотрите, здесь, несмотря на контейнер, она проходит. Опять же говорю, можно все это двигать, снимать. И немножко она выпирает за полку. Посмотрим, закроется ли. Нормально все закрылось. Ну, в общем, вы поняли, да, что холодильник вот продуман в контексте такой эргономики хранения. И это хорошо. Как я люблю говорить, вы все видели сами. Мы для этого все так подробно показываем, рассказываем, чтобы вы могли сделать сами свои выводы о технике. Пишите их в комментариях. Ну а мнение о тостер вот какое. Атлант – хороший современный холодильник. Каким он должен быть сегодня? Тостер рекомендует. Он вместительный, энергоэффективный, с надежным компрессором, симпатичный внешне, да, ну вот по дизайну реально для многих интерьеров он подойдет с учетом еще цветового разнообразия, которое доступно. Такой реально продуманный в плане удобства. Вот все эти контейнеры дополнительные, маленькие полочки, с хорошей комплектацией, не шумный. Да и по деньгам не что-то космическое, на мой взгляд, с учетом его характеристик. Как вам цена, кстати, напишите в комментариях. Ссылка на холодильник есть в описании видео. Видео у нас с удобной подробной навигацией. Можно вернуться к любому моменту. Но, кстати, если вдруг хотите еще что-то узнать о технике Атлант, не проблема. Огромная сеть сервис-центров у белорусского производителя и возможность получить квалифицированную консультацию и вообще обслуживание сервисное есть всегда и практически везде. И не забывайте, что этот холодильник может стать вашим, если вам повезет, в нашем розыгрыше. Да, разыгрываем вот такой холодильник Атлант, о котором мы рассказали подробно в этом видео. Условия розыгрыша очень простые. Подпишитесь на YouTube-канал Атлант, ссылка есть в описании этого видео, и на канал Тостер, ссылка тоже там. И под этим нашим видео оставьте комментарий, почему вам нужен этот холодильник Атлант. Мы сделаем стрим и с помощью сервиса по выбору случайных комментариев выберем победителя. Проверим подписку на Атлант и на нас. И если все окей, холодильник отправится к вам. Это Тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсацию. Мы просто рассказываем и показываем, как она реально работает. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со всеми, кому нужен хороший холодильник. Только потом не жалейте о том, что поделились, если вашим друзьям повезет в розыгрыше холодильника. Договорились? Welcome на Toster.ru. Есть мы в ВК, в Телеграме, на Яндекс.Дзене. Там не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте от команды Тостер. Ну, до новых обзоров и тестов. Пока!